Приветствую всех у себя на канале. Ну что, в продолжении предыдущих всех тем уже на протяжении, наверное, месяца, а может быть и более, да, наверное, вот идут такие энергии, что мужчины бездействуют, и лично расклады мне обращались за такими темами, и вообще общие расклады все идут на такую тематику. Но раз так идет, значит, большинство людей смотрит, может быть, большинство людей нуждается именно в такой информации. Ну, иначе, наверное, если бы мужчина действовал, приглашал вас на свидание и так далее, там, да, замуж звал и все такое прочее, наверное, в раскладах бы не нуждались. Более того, если у кого все хорошо и кто смотрит расклады, настоятельно не рекомендую вам этого делать. Песня даже есть такая: «Не гадайте на любовь, если счастливы глаза». Вот, это очень важные слова. Гармонизацию отношений мы делали, убирали препятствия. Если кому интересна фаза Луны, то если, конечно, чистить отношения, то бывающая Луна, но мы там еще делали гармонизацию, чтобы люди наладили взаимоотношения, поэтому это, конечно, Луна растущая, а так смотрите, на вызов Луна не влияет, только если у вас есть внутренние какие-то убеждения, установки, то да, вообще вызов — это безотносительно Луны. Я уже делала подобные ритуалы на Таро, на исполнение желаний, тоже ссылочки вам оставлю, если кто-то не видел. Уже еще раз обговорюсь, меня очень впечатляет, конечно, всегда на других каналах название видео 100% придет, даже самый упрямый и все такое прочее. 100% вам никто никогда не даст. Ну, либо это воздействие должно быть совершенно иного рода. Ну, сами понимаете, у меня не обучающий канал, я не буду всего этого здесь говорить, мы пробуем, да. Это видео для тех, кто хочет испробовать каждую возможность. Здесь вызов скорее больше нацелен на то, чтобы человек о вас вспомнил. За это у нас будет отвечать руна Ансус. Это мысли, знания, сны. Да, может быть, вы ему приснитесь, может быть, еще каким-то образом он о вас вспомнит. Может быть, он о вас и не забывал, просто почаще будет думать о вас, да. Мужчину вызываем, конечно. Ну, женщину тоже можно вызывать, но я думаю, что все-таки взяла вот эту руну Тейвас. Это руна мужская, руна смелости, руна храбрости, да, чтобы она вас вспомнила и наконец собрался с духом, начать движение в вашу сторону, да, чтобы там между вами не было, какие бы отношения у вас не были. И сделал Райда, сделал первый шаг к вам. Руны вот эти оставлю здесь сбоку для того, чтобы, ну, для вас, может быть, нанесем их также на свечку. Опять же, смотрите расклад. Если хотите смотреть как ритуал, то просто представляйте, как человек вам пишет, звонит, приходит, делает что-то, да, что-то делает. Это руна для того, чтобы мужчина вас думал, вспомнил и, скажем так, если кто-то не решается, еще есть какие-то сомнения, блоки, вот Тейвас, чтобы он их разрушал, и мужчина не видел препятствий на своем пути к вам, да, и уже что-то сделал хоть что-то, хоть какое-то движение. Еще что тут можно обговорить? Ну, для самых упрямых может сработать как то, что он вас вспомнит, но движение не сделает. Это все упирается в защиту человека и так далее. Как вы об этом узнаете? Никак, если только он вам об этом когда-то потом не скажет. Ну, это может быть какой-то, дурацкий лайк в соцсети, это тоже такое может быть, то есть, да, вот на что хватило. Ну и в лучшем случае, конечно, это разговор, беседа, звонок, встреча с последующим продолжением. Почему я перед вызовом делала гармонизацию отношений? Потому что если, например, была ссора, человек вам агрессивно настроен, он может прийти, и вы просто еще раз поругаетесь. В любом случае, это вызов просто для того, чтобы ваши дорожки пересеклись, чтобы вы встретились, увиделись, чтобы был контакт, вот именно его в вашу сторону. Ну, конечно, если у него есть к этому склонность, и волю тут никто не ломает, просто вот хочется напомнить. Как делаем расклад, как делаю его я. Выкладываю 13 карт и смотрю картину, как была бы ситуация, да, если бы мы этот вызов не делали. То есть действовал ли человек бы сам к вам, да, и вообще вот что покажет картина. То, что потом не нравится, те арканы, которые нам не нравятся,
мы будем корректировать. Но у каждого свое видение ситуации, да, очень много нюансов. Вот болталочка впереди, надо проговорить это все, может быть, кому-то интересно будет техника исполнения и так далее. Кому неинтересно, перемотаете тогда сами. Вот, например, туз мечей. Неоднозначная такая карта. Иногда я ее оставляю, не корректирую, потому что это карта прояснения. Ну, в той или иной ситуации иногда лучше, знаете, знать на нет и суда нет, чем что-то там ждать, да, чтобы ситуация разрулилась. Может быть, в положительном ключе, может быть, в отрицательном. Неизвестно, как это все отыграется. Но это я как в качестве примера, да, ну, например, чтобы наступила уже ясность там какая-то, ну, вот, например, в данном случае в отношениях, ну, если хотите все сладко и гладко, то тогда, конечно, туз мечей убирайте, потому что это как разрубить Гордиев узел, это кардинальное решение, но об этом можно очень много говорить, и об этом очень много есть соответствующих видео интересных, да, по поводу корректировок, раскладов и так далее. Итак, давайте сейчас на нашу свечку нанесем. Можете нанести, если сами будете делать, да, имя человека, которого вы вызываете. Еще что сейчас скажу. Если у человека сильная воля, сильная защита, очень часто срабатывает так, что у вас она слабая. Вы можете сами выйти на связь. Вот об этом тоже предупреждаю, да, то есть сидели, ждали, ну вот когда же, и в итоге не выдержали, написали сами, и ничего хорошего из этого не произошло. Вот так вызов может действовать, да, поэтому надо соразмерить свои силы, да, вот, то есть, наверное, более-менее знаете человека, кто в отношениях доминирует, да, скорее всего, тот более сильный. Либо иногда из-за сильного поля, сильной защиты человека могут повыскакивать ваши какие-то бывшие женихи, которые вам сейчас уже 100 лет не нужны. Там, опять же, какие-то лайки появляться, которые, знаете, от тех людей, которые вы уже и думаете звать, как зовут, забыли, да. Ну, то есть вот может такое. То есть кого-то не пробило, но пробило кого-то, кто там что-то там еще у вас к вам шевелится, скажем так. Так что думайте сами, решайте сами. Итак, давайте, чтобы загаданный человек о вас вспомнил, о вас думал, руна Ансус нам в этом поможет, чтобы он решился сделать к вам первый шаг, тот шаг, которого вы от него ждете, сообщение, звонок, приезд, приход, те слова, то действие, которое вы от него ждете, какое-то, да, приглашение. Тейвас руна нам поможет. И руна Райда, собственно, движение и само действие от этого человека. На протяжении расклада думайте о вашем загаданном человеке. Представляйте то, что вы хотите от него получить в рамках разумного, да, мы здесь все понимаем, я надеюсь. И слушайте то, что я буду рассказывать, эту историю, да, расклада. Вот если почувствуете, что в душе есть отклик, тогда смотрите и обрабатывайте, да, скажем так, вот. Знаете, хорошая такая вот еще практика, когда вот уставимся в одну точку и в своих мыслях, и вроде присутствуем, вроде нас нет. Вот в таком состоянии очень хорошо воспринимать общие расклады. Это вот я по себе знаю. Так, если кому-то будет интересно. Итак, просим высшей силы, чтобы человек... С 3-го раза я зажгла свечку, да? Но это, наверное, тоже что-то значит. И в 3-й раз закинул он мне. Вот, может быть, 3 раза расклад надо посмотреть. Может быть еще что-то. Вот с 3-го раза, да? Запомним этот знак. Так что, может быть, сразу и не придет. Сейчас просим наши карты Таро показать нам, как развивалась бы ситуация без вызова. Изначально какая она ситуация? Какая она ситуация? Так, 13 карт.
Неплохое сочетание иерофант с дьяволом. Ну, как неплохое, это, конечно, ирония была. Но тут, конечно... У человека есть внутренний негатив, который он не выражает, вам не показывает. Какая-то даже скрытая агрессия, может, сопротивление какое-то быть против вас. Очень сильная связь, от которой он прячется, при этом он от этого страдает. Но вот в ближайшее время, рассказываю вам, да, то, что я вижу, вы уже смотрите, у всех своя ситуация, опять воспринимаете свое. У человека сильнейшая к вам связь, привязка. Не исключено, что она вообще могла сформироваться искусственным образом для кого-то. Если кто-то что-то делал, это как вариант, да. То есть если вы что-то уже, ну, раз вы смотрите вызов на этого человека, может у кого-то единично, точечно что-то там еще было, да. То есть может не у всех, но привязка сильнейшая по дьяволу. При этом какие-то моральные соображения, нормы социальные ограничивают человека и не дают ему эту связь развивать. Но это не обязательно, что там все на него колдовали, но это может быть, ну, такая привязка по нижним чакрам, сильнейшее желание, сильнейшая вот тяга к вам, но это не означает, что он тут вас не любит, потому что король кубков есть. В общем, я просто зависла, потому что я вот сейчас во все это погрузилась. В нем внутри пылает огонь. Но есть нормы, морали, традиции, там, религии, общество не воспринимает, там, или его не понимает, или вашу пару не воспринимает. И это очень сильно его ограничивает и сдерживает, и ему ничего не остается, как только уйти, закрыться и спрятаться. Он злится на весь мир, он злится на вас, он злится на себя, он злится на окружающих людей, он злится на всю эту ситуацию, которая происходит, которая не дает ему покоя. Вот может человек плохо спать, ночами очень сильно из-за этого переживать. Мы сейчас ситуацию смотрим, как если бы мы не делали вызов. То есть его тут кошмарит очень сильно. И вот у него вот так нельзя, да? Вот этого не должно быть. Я хочу безумно, но он вообще может вас здесь избегать, как раз, да, стараться там... Ну, знаете, погрузиться в свои мысли и увлечения у него здесь нет никакой возможности. Здесь даже не в работу человек уйти не может, потому что мужчина, им легче, наверное, в работу уходить, в дела. Здесь такого не показывает. Показывает, что вот здесь вот карта ухода. Он... Такое ощущение, как будто вот чуть ли не он не отказывается от вас, потому что считает, что этот союз неправильный, так не должно быть. И здесь, знаете, когда что-то нельзя, то наоборот очень сильно хочется. Вот это для него вы или этот ваш союз, эти отношения, это как запретный плод, который взять нельзя. В эти отношения вступить нельзя. Нельзя, да, а хочется. Вот что в нем победит, скажем, ангел или демон, да, условно говоря, иерофант или дьявол, ну, вот на ближайшее время вот картина такая, он так и будет от вас прятаться, потому что карта ухода, вот ушел, и вот для него сейчас так, что чем меньше он вас видит, ну, не то, что тем ему не легче гораздо, но если он вас видит, ну, там вообще караул у него наступает, потому что, ну, вот он, это прямо карта, когда он от вас прячется, когда вот все равно эта страсть сидит. Ну, мучается человек. Но бежит от вас, да. Дальше как бы развивалась ситуация. Что бы там ни было, карта мир это все. Ну, в данном случае я ее трактую как
что ли, среда обитания, да, та среда, где вы можете увидеться, встретиться. Это может быть то место, где вы, в принципе, видитесь, да, там, на работе, я не знаю, в каком-то общественном месте, в интернете, то же самое, это карта мир. Как он от вас не бежит, он все равно вас в итоге где-то встретит в миру, да, где-то он вас увидит, фотографии в соцсети, какая вы прекрасная императрица, либо вы мимо проходили, либо у вас фотография новая, либо она старая, но она, фотография я имею в виду, да, либо фотография старая, но вот опять он, да, там, как он не сворачивал эти окна, там, сообщения, все равно где-то там он на вас наткнулся или что-то. Вот он вас здесь увидит. Дальше вот здесь такая интересная ситуация, как король кубков он тут выпадает, да, вот все равно какими-то нежными чувствами в итоге он воспылает. То есть вы так или иначе, я не вижу, чтобы вы здесь сами о себе напомнили. Нет, я не вижу здесь от вас активных действий. Вы тут вообще в королеву мечей превращаетесь. То есть это просто как образ. Либо вживую он вас видит, встречает, либо ну, в соцсети, да, видит вашу, либо, может быть, у него в телефоне ваша фотография до сих пор сохранена, хотя по этим картам, скорее всего, он все почистил, все удалил и вообще старается не заходить в эти соцсети или ходить другой дорогой, лишь бы вас не видеть, потому что ему это мучительно. Все равно вас жизнь столкнет. И вот этот образ, который он увидит, все равно вот в нем всколыхнет уже вот эти вот нежные чувства, да, уже не по дьяволу, а вот, скажем так, ну, опять сердце размягчилось, сердце растаяло у короля кубков. Между вами вот тут вот пятерка мечей встает. Это, знаете, как скорее кто кого перемолчит, но тот, кто перемолчит, в итоге будет еще больше раздосадован и расстроен, потому что это карта первой победы. Это когда победитель своей победе не рад, да. Например, вы перемолчали, но, ну, то есть, например, если он первый выйдет на связь, да, но мы стараемся, чтобы он, да, чтобы это сделать, чтобы он вышел на связь. Но я думаю, вы примерно поняли, трудно очень, да, объяснять. Вот кто кого перемолчит. Это, ну, он ли перемолчите, или вы, ну, разве это победа, да, согласитесь, потому что люди-то хотят на контакт идти. Он тут не хочет, он избегает, ну, как сказать, не хочет, ну, потому что ему больно от того, что он вас видит, поэтому он и избегает. Поэтому вот эта его победа, то, что он вас перемолчит, она его не порадует. Также, если и вы его перемолчите, ну, чем это может вас порадовать? Ничем. Ну, только тем, что мужчина, если он мужчина, первый выйдет на связь, о чем мы просим руну Тейвс, да. Но тут вот между вами вот это есть конкуренция, что никто из вас не хочет выходить первый на контакт. Да, такое есть, конечно. Вот эта пятерка мечей здесь показывает. Корректировать здесь, конечно, много придется, и здесь ситуация, скорее всего, будет довольно сложная. Вот он ваш король кубков, сердце которого размягчится, да, если мы смотрим вверху паж. Может, знаете, там что-то думать, да не нужна она мне там, да мне и так хорошо. А потом время проходит, и бессонная ночь наступает, да, вот утром проснулся, все, новый день, все, я активен, я там, это же еще карта знаний, там чем-то буду займусь, там что-то там посмотрю, тут еще поищу. Там фильм какой-то посмотрю, почитаю, что-то узнаю, там еще там с кем-то поговорю. Ну, проходит время, и все воротится на круги своя. Поэтому внутри себя он может агрессию даже на вас вот как бы изливать внутренне. Ну что здесь, какая здесь дальше ситуация? Вот то, что он вас увидел, и тут же вот видите, вот эта вот карта смерть выпадает. Ну, скажем, я не просто так сказала, что свечка там не с первого раза загорелась. Вот это, скажем, был первый импульс к тому, чтобы что-то сделать. Первый шаг с его стороны к вам. Но здесь карта смерть ложится, да. То есть, вот, например, когда он увидит эту вашу фотографию, и вроде как что-то опять в нем это нежное чувство всколыхнет, он вроде вот как бы опять появится у него желание что-то сделать, но здесь карта смерти. Он опять сам себе это обрубит. Он может думать, что ну вот опять ничего не получится, или опять так нельзя, да, то есть вот его опять притормозят эти его страхи и сомнения. Вот под ними ложится карта смерть, над картой смерти ложится опять эти переживания, то что он опять сам себя будет тормозить. Дальше что? Дальше опять показывают какой-то импульс. Но здесь я боюсь, как бы он был не с вашей стороны, потому что ложится под вашей картой. Вот такое может быть.
Вот такой вот здесь может быть. Поэтому смотрите, вы-то тут тоже привязаны к нему, да, над вами карта дьявола висит. Поэтому, скорее всего, вам придется держать себя в руках, чтобы вам первый шаг не сделать навстречу. И если вы вдруг тут не сдержитесь, да, ну вы тут, собственно, императрица, вряд ли бы это как-то понизит вашу самооценку, но у нас сейчас цель, чтобы он сам вышел, да, мы же его вызываем. Сами-то мы в любое время, да, если захотим, сможем сделать первый шаг, ну, скорее всего. Но мы-то этого не хотим, мы хотим, чтобы мужчина проявился, поэтому здесь вот есть опасность проявиться самому. И это, наверное, будет вот, если в свечку вспоминать, с третьего раза зажглась, это, наверное, будет такая вторая попытка сближения, выхода на контакт с этим человеком, но не со стороны его, а, скорее всего, с вашей стороны, вот мне так видится, что он может воспринять довольно-таки, ну, не то что прохладно, а как само собой разумеющееся, как должное. И вот здесь вступает опять какая-то между вами игра. То есть это польстит, скажем, его самооценку, что если вы выйдете на связь, и было бы все и неплохо, если бы не легла королева мечей, потому что, скорее всего, реакция его будет такова, что вы просто разозлитесь. Ну, скорее всего, если здесь, да, если первая попытка его не прошла выйти на контакт, потому что он сам себе ее заблокировал, не захотел, да, сдержался опять, то вторая попытка выйти на контакт уже с вашей стороны будет воспринята им, ну, опять как должное, да, что не понравится вам, потому что он-то не император, он всего лишь король по сравнению с вами, с императрицей, поэтому это вас разозлит. То есть как-то он воспримет ваше движение в его сторону, которое вас может ожесточить. Вот эти две попытки. Ну и что? Третья попытка. Третья попытка — это, собственно, наверное, и есть наш расклад, корректирующий вызов, который, я надеюсь, приведет к положительным результатам. И для этого сейчас надо будет закрывать негативные карты, а их здесь, ну, просто масса. Мне много здесь карт не нравится, и даже положительные карты мне здесь не нравятся. И будем брать 3 попытки, да, просить разрешения высших сил на то, чтобы эту ситуацию скорректировать. Будем просить. В данном случае мне не нравится карта даже Иерофанта. Я вообще не люблю эту карту, потому что часто она отыгрывается как, знаете, не как действительно соблюдение традиций, морали и так далее, различных законов общества, а как игра на этом всем, да, то есть это как когда человек прикрывается, как бы прикрывает свое бездействие какими-то вот нормами, да, что так нельзя, так не положено, а реально просто, ну, просто упускает порой шанс на получение желаемого, скажем так, да, если отвлечься от темы отношений. Ну вот я не люблю эту карту не потому, что там что-то, да, связано а потому что вот она часто в моих раскладах именно отыгрывается именно как вот прикрытие, как условное, да, условные вот эти вот все догмы, которые просто мешают двигаться. Да, часто вот в моих раскладах именно бывает так. Не знаю, у кого как. Я эту карту не очень люблю, не очень. Так, поэтому я ее буду закрывать. Она здесь препятствует. Она вот именно в этом раскладе она препятствует. Либо действительно существует норма, которая вам не дает быть вместе, либо он вот то же самое ими прикрывается. Буду выкладывать поверх карт, которые мне не нравятся, карты из колоды. Так, Иерофант мы закрываем, уже объяснила. Вообще весь верхний ряд мы закрываем. Угу. Весь верхний ряд мы закрываем. Здесь я буду закрывать 2 карты. Здесь может быть какое-то указание на его соперника, либо его подозрение в том, что этот соперник существует. Ну, вот король Пентаклей я тоже закрою, потому что мне не нравится, что он это все воспринимал как должное. Король жезлов-то поинтереснее будет. Кстати говоря, очень хорошо здесь карта закрылась. И вашу королеву мечей я тоже закрою. Итак, смотрим, что теперь получилось. Теперь у нас значительно меньше негативных
да, карт, но мы теперь смотрим вот с первой попытки, как бы развивалась теперь эта история. Ну, расклад будет, конечно, длинным, но что поделать. Вот здесь, смотрите, здесь прорисовывается такая картина. Здесь уже другая картина появляется, да, что нам предлагает Таро по первой корректировке. Вот если кому-то это понравится, мы остановимся, конечно, на этом, хотя сразу скажу, что придется делать еще вторую корректировку из-за 8 кубков, которая легла в конце. Это вообще совершенно не то, что нам нужно. Итак, 6 жезлов, карта победы, карта победителя. Это прекрасный шанс, ситуация, возможность для того, чтобы вот как раз для того, чтобы выйти на контакт. Но что тут опять? У нас опять 25. Выпадает 4 кубков. Это шанс, который не берется. Это шанс, который не использует мужчина, либо это ситуация, которая не берется вами по какой-то причине, еще карта над вами лежит. Смотрите, как бы тут не получилось так, что он бы сделал движение в вашу сторону, он в вашу, да, что-то предложил, а вы это не приняли. Тут вот мне непонятно, 4 кубков, кто не реализует этот шанс, потому что по 6 жезлов ситуация благоприятная дается для вас обоих, но то ли он не использует это, то ли вы не принимаете, либо можете как-то ему ответить не очень корректно, либо как-то. Ну, то есть здесь вот опять дается шанс, но возможность опять его не взять. Что дальше происходит? Еще один шанс дается, да, вот еще один паш пентаклей на какой-то контакт, и вроде как здесь налаживаются романтические чувства. Что здесь делает королева пентаклей, вот хотела бы я знать. Вот это мне тоже карта не нравится. Я даже обсуждать ее не буду, я ее буду закрывать в следующем раскладе, потому что, я уже сказала, все равно буду делать вторую корректировку. Смотрим следующий ряд. Да, то есть вот здесь мне опять не нравится 4 кубков, мне не нравится дама пентаклей. Кто это? Ну, какой-то человек, который явно препятствует проявлению чувств. Да? Кто-то может неожиданно вмешаться. Это не обязательно какая-то там любовница, третья сторона. Хотя такое тоже может быть, да. Может быть, кто-то просто отвлек, да. Например, он собирался сделать какой-то важный звонок, что-то написать, но кто-то тут помешал, и он отвлекся, и потом еще подумал и решил, что, наверное, не надо, наверное, попозже. Но тут какая-то, знаете, вот опять, в любом случае, кто бы ни была эта дама, мы ее будем закрывать. Второй ряд смотрим, опять то же самое, да, он где-то вот вас видит, но, возможно, видит вас с кем-то. И может из-за этого приревновать и опять залечь на дно. Вот опять, поэтому... Ну, не знаю, какая у вас там ситуация. Действительно, есть у заведенного мужчины соперник, или он только об этом подозревает. Мы будем эти две карты опять закрывать, потому что опять тут затык препятствия. И что дальше смотрим? Я рыцаря жезлов оставила. Пусть это какое-то движение, потому что, как я сказала, ну, не стыдно императрице сделать какое-то движение в сторону мужчины. Хотя, я говорю, это не цель нашего расклада, но это может быть разные способы. Это может быть какой-то просто, например, флирт с вашей стороны. Почему нет, да? Или вы просто идете мимо от бедра, да, как там говорится, свободная пластика пантеры перед прыжком, как в известном фильме. Позволим тут себе немножко снизить градус напряженности, который мужчина воспримет как должен мужчине, да, который, как бы выразиться, ну, который не сможет перед вами устоять. Вот так вот скажем. Я думаю, вы уже все знаете, кто такой король жезлов. Это очень активный, страстный мужчина, да, то есть который, скажем так, вот обратит на вас внимание. Еще тут хорошо карты ложатся, что я уже сказала, рыцарь жезлов мне видится как ваш шаг в его сторону. Это не значит, что вы будете ему звонить, писать и так далее. Просто мимо пройдете там как-то, не знаю, томный взгляд, взмах там челкой или что-то там такое, и вот он глядит на вас, да, не вы за ним гоняетесь, за королем жезлов, а он за вами пошел. Но вот опять пошел, куда он пошел? 8 кубков. Посмотрел, восхитился и опять в свою нору спрятался. Будем закрывать сейчас. Вот берем вторую попытку, на которой уже нам надо меньше карт выкладывать. 8 высшей силы. То есть вот видите, как вот дали нам чуть-чуть смягчить, да, расклад от полного игнора, полного пропадания, ну вот уже к более каким-то там таким мягким
влиянием. Хотя ну, мы сейчас прям его буквально выковыриваем его. Видите, чем этот ряд закрылся, чем этот ряд закрылся. Опять никак не можем его достать. Закрываем четверку кубков. Закрываем даму пентаклей. Ага, ну вот ревность все-таки какая-то в нем присутствует. Закрываем короля мечей. Ага, опять конкуренция между вами выходит. Ну, это практически то же самое, что и пятерка мечей выпала на этом же месте. Закрываем. Так, вот здесь вот прям замечательно, отлично. И закрываем восьмерку кубков. Так. Ну, третий шанс все равно будем использовать. Я думаю, что здесь уже... Я вот даже не знаю, убирать ли здесь рыцаря мечей, потому что это все-таки карта движения. И рядом лежат два туза, которые, я считаю, смягчают его значение. Наверное, я его оставлю, как бы не испортить, потому что ну, то будет у нас перебор. Но смотрите, здесь уже у нас удачный шанс, удачная ситуация предлагается императору, который знает, как им управлять и уже может что-то предложить. Вот здесь паж пентаклей больше похож на какое-то сообщение уже какого-то романтического характера. Но это, знаете, похоже на тот самый пресловутый даже лайк, пускай от императора, но это такой небольшой шаг, да, вот когда сердечко ставим, да, это что-то, какой-то незначительный шаг, но все равно какая-то вот в нем присутствует ревность, знаете, здесь вот желание победить. Он император, вот у меня видится, что человек хочет здесь над вами доминировать. Может быть, у него не получается, но все-таки, смотрите, вы здесь выпали император с императрицей, все-таки Тейвас здесь в раскладе, по крайней мере, проявляется, что мы мужчину подтянули до вашего уровня. Он очень хочет над вами главенствовать. Вот если вы две сильных личности, то, возможно, еще дело в том, что он чувствует вас сильнее. Либо это его ощущение, либо это действительно так. Это тоже может мешать. Вот такое ощущение, что он здесь вам что-то хочет доказать. Что, несмотря на то, что он прятался, он... сильный, он мужчина, и вот все равно выходит вот это какая-то между вами конкуренция, борьба. Все равно ее будем закрывать, но, наверное, все-таки, знаете, вот здесь рыцаря мечей я оставлю, потому что это быстрое какое-то движение к вам. Если бы рядом лежали еще какие-то негативные карты, тогда да, надо было убирать что-то. Сейчас пусть делает хоть что-то, да, пусть уже едет на этом своем белом коне. Здесь еще говорят иногда, что рыцарь мечей, рыцарь жезлов — это карты возврата, потому что они едут, ну, в ту сторону, да, как бы они возвращаются. Но пусть он будет, пусть он к вам возвращается, да, опять идет на контакт. Оставляют, два туза закрывают агрессию, я считаю, смягчают, придают новые импульсы, вот смягчают агрессию и, я считаю, дают быстроту действия, быстроту движения вот этого по руне Райда. Дальше опять ваш образ, да, мы же это все оставляем, это здесь хорошие положительные карты, опять какая-то конкуренция. Опять мне вот видится, что между вами конкуренция, кто из вас доминирует в отношениях. Если вы склонны проявлять опять первые какие-то шаги, первые действия, то это вам прямое указание этого не делать. Вот. Здесь вот так. Опять будем эту карту мы закрывать. У нас же еще осталась третья попытка. Что? И возможность для короля кубков, для него проявить свои чувства к вам. Опять ему дается шанс что-то сделать. То есть уже у вас здесь, видите, мы открываем несколько возможностей для короля проявляться. Рыцаря жезлов оставляю. Опять же, знаете, как символ того, что вы своими женскими чарами будете его привлекать. Не ваше движение к нему, а опять, пусть ваш образ его манит, выводит на движение, превращает его из рыцаря жезлов в короля жезлов, да? Вот мы эту ситуацию здесь зафиксируем вот так вот. Не как ваше движение, а как ваше поведение, ваш способ подать себя, да, представить себя, опять же, через фотографии, через ваш живой образ, если он имеет возможность вас видеть, чтобы преподнести себя так, чтобы он не смог дальше усидеть, чтобы он, король жезлов, активно начал к вам проявляться. И вот эта карта гармонии, чтобы либо вернуться к прошлым гармоничным отношениям, или чтобы вот опять... Давайте назовем эту карту конфетно-букетного периода. Потому что, да, это карта детей, да, это возврата к прошлому, но это карта эмоциональная, романтичная, гармоничная.
Карта приятного общения, когда вот здесь мальчик дарит девочке цветы. Пусть немножко ваш император, который хочет им быть безумно, может быть, вы ему действительно не даете быть императором, который хочет побыть романтичным вот этим мальчиком, а вы уже побудете романтичной для него девочкой, да. Вот я оставлю здесь эту карту, чтобы еще не испортить, да. Пусть у вас будет либо начало конфетно-букетного периода, мы здесь обозначим эту карту как вот именно романтические отношения, несмотря на то, что несмотря на стадию ваших отношений, новые отношения, пускай это будет новый импульс в уже сложившихся отношениях, да, чтобы это были новые опять ухаживания, либо заново, либо сначала, да. Ну и что, рыцарь мечей оставили мы, я уже объяснила почему, потому что обязательно надо смотреть положение соседних карт. И вот пятерка жезлов, то, что сейчас меня не устраивает, но воспринимайте это как совет. Есть такое у меня здесь чувство, что он не чувствует себя мужчиной рядом с вами. Опять вот Тейвас поможет, да? Пусть проявляет свои активные мужские качества сам. И вы тогда как-то, ну, если хотите, да, взаимодействовать, надо вам это понимать и подстраиваться, и действовать более женственно. Ну, это нехорошая здесь карта, но это лучше, чем конкуренция. Карта неизвестности, как действовать, непонимание, как себя вести. Ну, 3 попытки мы использовали, это лучше, чем было изначально, пусть оно так и остается. Ну, как можно прочитать этот тупик? Ну, здесь, наверное, все-таки как временное непонимание, как действовать. Ни вы не знаете, как себя вести, ни мужчина не понимает, как себя вести. Но вот здесь вот смотрите, ключ, наверное, к разгадке ситуации кроется в том, чтобы вы мелькали у него перед глазами, значит, виляли хвостом, как еще выразиться. Ну, в общем, всячески его здесь соблазняли. Он все равно на эту вашу энергию притянется, потому что, несмотря на все тупики, непонимание, как из этой ситуации выйти, вот я думаю, сейчас вы смотрите вызов, не понимаете, да, что делать в этой ситуации, ни он не понимает, как себя вести, но все равно чувства его, смотрите, вот они чувства, они возьмут верх над его сомнениями, да, переживанием. Помните, какой у нас первый был расклад? Вот если скриншот сделать первого расклада и второго, то, ну, разница колоссальная, конечно. Все равно потом придет к нему этот шанс, которым он воспользуется. Шанс, ну, какой шанс? Ситуация будет такая, что он не сможет просто перед вами устоять. И вот выводит все это в романтическое направление нас расклад. Ну, смотрите, делать скриншот или не делать, вы сами решаете. Если вас смущает 2 мечей, то лучше тогда не надо делать скриншот. Но все-таки я хотела изначально сделать фотографию, выложить, да, там на своих ресурсов как оберег, но вот вышло так и не надо, и пусть остается. Просто надо помнить, из какой ситуации мы вывели этот расклад, в какую она превратилась, да, совершенно другой. Если расклад сначала переслушать, ну, там просто полное закрытие человека от вас. Здесь мы его все-таки вывели на то, что на понимание человека, что чувства преобладают над любыми его там нормами, запретами. Надо ему дать время, чтобы он почувствовал снова сам себя мужчиной рядом с вами. Он это тоже чувствовал, да? Мы уже все эти советы, все эти нюансы обговорили, я не буду все это повторять. Но, тем не менее, все-таки, видите, вот оно, его активное движение, вот они, его активные действия, мысли его о вас. Вот они, мысли, вот он влюблен в вас, да, то, что мы просили у руны Ансус. Вот они, его активные действия к вам, да, мужские поступки. И император нам об этом говорит, и король жезлов говорит, да, вот она, руна Тейвас, это мужское начало, да, смелость, храбрость. И вот они, действия. Рыцарь жезлов, рыцарь мечей, действия по направлению к вам. Ну и действия от вас здесь тоже нужны, но какие они, мы тоже уже обговорили. Я подчеркиваю, не активные, самой не писать, не звонить, ничего ему не предлагать. Ну, вести себя так, как должна вести себя женщина. Ну и здесь все-таки, несмотря на то, что вы тоже императрица, здесь в отношениях с этим человеком должна быть позиция подчинения. Он должен чувствовать себя уверенным, смелым, он должен чувствовать себя сильнее, чем вы. И тогда он начнет это движение. Когда он чувствует вас сильнее себя, тогда он прячется.
Здесь вот так показывает расклад. Свечу я оставлю, чтобы она догорела. Конечно, все ритуалы, кто не знает, говорю, кто знает, хорошо. Сделали и забыли, и не думаем об этом весь день. Вот сейчас видео посмотрели, закрыли, забыли. И, может быть, и хорошо, что фотографию расклада я не стала делать. Вот так вот. Ну, в общем, спасибо вам за просмотр. Пишите, что вы думаете по поводу этих видео. Может быть, еще предложите какую-то свою тему для ритуалов. И я думаю, пока на время, наверное, не буду вообще делать темы на отношения, потому что все идет по кругу, все идет одно и то же. Дадим этой ситуации развиваться, отвлечемся на какие-нибудь другие темы, отвлечемся на себя, на работу, на свои увлечения. Кстати, предложите какие-то свои еще темы, потому что, наверное, пока темы на любовные, романтические делать не буду. Пусть пока дадим ситуации успокоиться. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.